Итак, криптоэнтузиасты, ну что, криптоэнтузиасты, приветствую вас на канале. Наверное, скоро вам буду вещать из 13-й палаты с этой криптовалютой. Но это просто трэш. Короче, вчера у нас был приток капитала в рынок, сегодня у нас уже сильнейший отток капитала с рынка. И мы видим то, что у нас весь рынок просто кровоточит. Красный, красный, красный. За день у нас все покраснело, некоторые альткоины откорректировались, за исключением нескольких альткоинов. Есть некоторые альткоины, которые отстрелили у нас. Давайте мы посмотрим, что же у нас творится на крипторынке. За час мы видим то, что все зазеленело. Ну, это так себе. За недельку. Что у нас за недельку? За недельку у нас такая вот ситуация. XRP пошел, потом ADA Cardano пошла, CRO пошла, Hebera, Bitcoin Cash. 43% Bitcoin Cash дал. Ну, правда, за год здесь отскок, смотрите. Ну, это просто ни о чем. Рост просто ни о чем. За год у нас получается ADA Cardano тоже нисходящее движение. Нисходящее движение не сломлено. IOTA тоже, хоть и есть рост на 10%, нисходящее движение не сломлено. Solana аналогичная ситуация, просто падает в небытие. Было в пике 262, но она показала, что 290 на некоторых биржах. В принципе, вот так вот. Индекс страхожадности у нас на экстремальном страхе. Был буквально, вот у нас вчера чрезвычайный страх, сегодня у нас просто страх. Чрезвычайный страх позавчера был, ну, здесь таки неплохо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. 8 дней чрезвычайного страха, и они могут держать рынок в страхе. Я думаю, что они могут держать рынок в страхе еще даже целый месяц. Если мы посмотрим на историю, как это было, допустим, вот у нас, смотрите, летом, в июле, 1 июля мы погрузились на чрезвычайный страх, 27. Потом был небольшой отскок, и только-только в сентябре, в начале октября у нас вытянулся рынок из страха в жадность. Прошло буквально 1,5 месяца, это как минимум, а как максимум 2 месяца. Так что здесь могут еще подолбить они этот страх, наверное, недельки 2, может это так вообще легко. А потом в конце сентября можем улететь просто на жадности куда-то выше. Ну дай бог, чтобы мы улетели, потому что если мы не улетим, то мы соскамим свои деньги. Ну вы посмотрите, эфириум 200, ё-моё, это просто трэш. Это просто трэшамба. Эфириум вообще полностью показывает слабость. Ну, в принципе, такое. Капитализация рынка у нас не растет. Опять же, 2 триллиона 880 миллиардов долларов. Было в моменте 3 триллиона долларов 50. Или там 3 триллиона 100, например. И в моменте уже 300 ярдов сняли как с куста буквально за последние сутки. Просто изымают с рынка деньги. Идут разблокировки токенов, их продают, льют в стакан и все, деньги с рынка забрали. Ну а люди, обычные хомяки, продолжают это все дело усреднять, докупать, но только никакого результата не видно. И этот результат видно у меня на портфеле. Здесь у нас присутствует нисходящий тренд. И довольно-таки нисходящий тренд такой, что без какого-либо отскока. Вот если мы посмотрим, у нас здесь нету никакого отскока, просто нисходящий тренд. На данный момент нисходящий тренд. Буквально позавчера обновил портфель лой свой очередной. У нас здесь падение за 90 дней. Вот у нас декабрь, тот самый пик 7 декабря, и дальше мы начали падать. Если бы ты усреднял бы свой портфель, то ты бы все равно бы, просто не вышел бы в ноль, потому как у нас нету отскока. Нам должен был быть хотя бы вот такой вот отскок по портфелю и дальше потом падать. А мы его не видим. Беспощадное падение. Беспощадное падение, когда оно закончится, непонятно. Вот уже у нас сегодня получается, смотрите, январь, февраль, март. Ровно 3 месяца, как мы падаем. Ровно 3 месяца.
Такое ощущение, что мы погружаемся на медвежку. Но есть некоторые показатели, которые говорят, что мы не погружаемся на медвежку. Рынок находится в бычьем состоянии. Правда, эти показатели относятся только до биткоина, а не до альткоина. Дальше, что у нас по самому биткоину? Диапазон 94 тысячи долларов. Так и не было у нас никакого закрепа. И это говорит о том, что биточек продолжает показывать слабость. Мы не преодолели вот этот вот блок сопротивления, а он у нас сейчас на данный момент сильнейший блок сопротивления, потому как мы здесь уже проторговывались очень длительное время, с ноября месяца даже. Вот мы сюда зашли в этот блок, это было у нас 21 ноября. И сейчас на данный момент это сильнейший блок сопротивления. Нам нужно его преодолеть, но мы никак его не можем преодолеть. На данный момент мы находимся в нисходящем таком вот канале. Можно предположить, что это бычий флаг, очередной бычий флаг, как это было летом 2024 года. И может быть такое, что мы здесь сломаем этот нисходящий бычий флаг и уйдем выше в диапазон там примерно 150 тысяч долларов за биток. Но если мы не уйдем выше туда, а с текущих будем сюда отпадать, то это говорит о том, что у нас будет медвежка и без какого-то там альт-сезона. Вот что. Страх, конечно же, есть. И вот, наверное, по всей видимости, это отображается на индексе страха жадности. Вот. У нас здесь на данный момент хоть и страх присутствует, но только непонятно на чем, да? Вот непонятно, почему же страх, почему страх? Биточек уже 100 тысяч долларов, 87, 90, почему страх? А страх потому, что все боятся, что мы уйдем на медвежку. И вот здесь вот как раз нужно покупать. Это самая благоприятная зона для покупки. Ты покупаешь страх, а продаешь жадность. Всегда так было. И в принципе, мы не видели того самого альт-сезона массового. И может быть такое, что здесь будет не ошибка покупать некоторые альткоины. Та же самая Solana у нас была вот в диапазоне недавно 120-130 тысяч долларов. Можно было ее покупать. Sui у нас вчера показал небольшой импульс роста. Ну и большинство альткоинов находится еще в зоне накопления. Некоторые только там что-то начинают выходить в зону накопления. Так что здесь может быть такое, что будет не ошибка покупать. Кто хочет, может присматриваться к каким-то интересным проектам и набирать себе сумки альткоинов. Ну, может кто-то хочет эфириум покупать. Конечно же, если вы будете собирать портфель из альткоинов, вам нужно 50% иметь у себя эфириума в портфеле. Вот просто кошка не ходи, возьми эфир 50%, ибо потом будешь вещать с 13-й палаты, как и я. Не, ну у меня эфириум тоже есть. И, кстати, это я вам показывал портфель, у него нету битка. В этом портфеле нету биткоина, там присутствует эфириум и большинство альткоинов. И он на данный момент у нас падает. Падает. Итак, что у нас по самому битку? Пика бычьего рынка мы пока что не видим. У нас здесь не желтая зона. И даже по Stock2Flow нам показывает данная метрика, то что пик бычьего рынка где-то будет в середине лета. Это у нас июль-август месяц. Также P-Cycle нам говорит о том, что у нас нету пика бычьего рынка. Но здесь вот мы видим то, что желтая линия, желтая и зеленая начали загибаться. По истории, в принципе, я надеюсь, что наш биток не загнется. По истории, в принципе, здесь такого я даже и не видел, чтобы у нас загибалась желтая и зеленая линия. Ну, в принципе, может быть такое, что это было в 2017 году. Да, мы можем здесь. Или, например, это было где-то там в 2013. А здесь мы, если это все дело приблизим, то мы видим то, что здесь у нас начинает это все дело закругляться. Вот мы видим желтое, пошло закругление и зеленое. На данный момент, по данной метрике P-Cycle, мы видим то, что биток в благоприятной зоне для покупки, для дальнейших инвестирований. Если только вот цена биткоина, черная такая вот линия, заходит за оранжевую скользяшку, это самая благоприятная зона для набора позиций битка.
Да, конечно же, страшно, да, конечно же, биток вырос, но по истории всегда такое было, что где бы ты ни прикупил бы вот ниже оранжевой скользяшки, это самая благоприятная зона. И здесь тоже можно покупать биток. Но биток покупать сейчас, это, конечно же, придется его покупать на хаях, но разве что ты хочешь удерживать его 10 лет или до следующей бычки. Вот. Ну, в принципе, биток сейчас страшно покупать. Биток нужно откупать до медвежки. Но некоторые люди хотят покупать сейчас на данный момент биткоин. Мы видим то, что у нас был коронадамп, тоже мы ушли за ниже, чем желтая скользяшка. На всей медвежке мы торговались ниже желтой скользяшки. Ниже желтой скользяшки. Вот. Также мы здесь в 2023 году тоже были ниже желтой скользяшки. И в 2024 году летом аналогичная была ситуация. Так что сейчас на данный момент благоприятная зона для набора позиций по биткоину. Может это будет какие-то краткосрочные сделки, там спотовые. Я не говорю о фьючах, потому как если вы будете на фьючах торговать, вас просто-напросто побреют полным ходом. То в принципе на данный момент пик бычьего рынка здесь еще не закончен, судя информации данной метрики. Метрика, конечно же, тоже может ошибаться, может быть такое, что у нас соскамит и даже биток будет 0, мы этого не знаем. И метрика, конечно же, рисуется только после движения биткоина, но на данный момент мы видим то, что у нас здесь нету пересечения зеленой оранжевой линии и нету такой вот красной пунктирной линии. Это говорило бы о пике бычьего рынка. А на фьючи не стоит лезть, потому как у нас, смотрите, ну ликвидации, просто каждый час ликвидации. Я понимаю, что вам сейчас на данный момент очень скучно, вы ничего не хотите покупать, вы ничего не хотите продавать, потому как рынок просто-напросто в коррекции, и вы мониторите иногда какие-то там YouTube каналы, Telegram-чаты мониторите, вам кидают там интересные красивые картинки, что там сильнейшая прибыль, что там иксы, туда-сюда. Но хочу вас предупредить, что все эти делишки на фьючах, вы просто-напросто побреете свой капитал. Вы залезете на фьючи сначала с 100 долларами, вас побреют на 100 долларов, потом вы захотите отбиться, заведете туда 500 долларов, вам побреют 500 долларов, потом вы заведете еще 500 долларов, захотите отбиться. И такое будет состояние ваших фьючерсных сделок, что вам потом придется продавать ваш спот в минус для того, чтобы, допустим, перекрыть какую-то там сделку, чтобы не было ликвидации вашего дальнейшего депозита. И просто-напросто у вас будет ликвидация. Зачем далеко думать, гадать? У нас в чате был флажок. У него был лонг по Старкнету. Летом он открыл лонг сам, в принципе, залез в этот лонг. Помогали мы ему всем чатам, конечно же, как-то там выкарабкались с этого лонга. Уже все вроде бы было хорошо, но он не зафиксировал этот лонг и его сбрило. Полностью сбрило на вот этом вот падении, которое произошло у нас в январе-феврале. Даже бы если бы он доливал бы маржи, все равно бы его сбрило. У него была негативная сделка по Старкнету, она вышла в 0, он ее не закрыл. Были позитивные сделки по лайткоину и дэшу, и они были в хорошем плюсе. И это все дело превратилось в 0. Само собой, у него был спот в обеспечении фьючей, и спот тоже сбрило. Ликвиднуло, короче, человека на 700 тысяч долларов. Вы себе представляете? Был открыт лонг по Старкнету на 300 тысяч долларов. Потом еще были открыты некоторые лонги, которые были даже в плюсе, вывозили его портфель. Был спот куплен, который он откупал спот все лето 2024 года, набирал спотовые позиции, удерживал, хорошие точки входа у него были, хороший портфель был. И все это просто-напросто в моменте смыло. Просыпается он утром, смотрит, а у него на балансе на бирже 0. Нету ни спота, ни фьюча, нету ничего. Просто ничего. Вот вам история буквально с реальная история буквально за полгода. Человек просто ликвидировал его на 700 тысяч долларов, смыло все. Так что
если вы занимаетесь фьючами, нужно соблюдать риск money management, а люди никогда не соблюдают риск money management. Даже на споте они не соблюдают риск money management. Имейте в виду, что это вас приведет только к гибели и потере. На дистанции фьючи не дают никакого результата. Итак, побрили всех лонгистов, только монетка RS у нас, конечно же, вылетела вверх, и на данный момент может быть такое, что она уже выходит в зону накопления. Посмотрим монетку RS. Преобладает большое количество побритых лонгистов на рынке. Ну, это просто трэш. Ну, уму непостижимо. Тут вот это вот фьючи, смотрите, всех лонгистов броют. Всех лонгистов броют. И вот здесь вот буквально на вот этой вот ликвидации 3 февраля здесь тоже флажок потерял свои средства, свой капитал. Доминация биткоина у нас не падает. Стоит на месте как укопанная в диапазоне 61,5%, 61,3% сегодня. Ну, в принципе, что? Мы с вами рассматривали доминацию битка и предполагалось, что она придет в верхнюю часть канала. Давайте мы это все перезагрузим, потому как у нас тут откроем же доминацию. Ой, я не то открыл. Торрент я открыл торрент, а нам торрент не нужен. Доминация биткоина у нас, в принципе, ничего не показывает интересного. Но сегодня у нас интересное событие. Заседание, конечно же, в Соединенных Штатах по поводу криптовалюты. И может быть такое, что это будет какой-то триггер для дальнейшего какого-то снижения по доминации битка. На дневке мы видим вчера, здесь была какая-то неопределенность. Сегодня у нас чуть-чуть снизили, довольно-таки неплохо. Но все равно мы стоим как укопанные в диапазоне 61,3. Пришли мы в верхнюю часть канала нисходящего. Мы с вами это дело рассматривали. Локально, в принципе, несколько дней тому назад я рисовал вот здесь вот зеленую такую вот линию. Она уже отработала, и мы пришли в верхнюю часть канала. Что у нас будет в дальнейшем, пока что непонятно. Многие, конечно же, хейтеры говорят, типа, что я выговариваю слово пока что, ну, это такой у меня говор. Так что, прошу любить и жаловать. Но у нас есть сильнейший блок сопротивления. Вот он. Блок сопротивления, блок поддержки, можно его так обозначить. Мы уже неоднократно его долбили. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На данный момент уже будет 8-й раз, мы будем, наверное, к нему приближаться. Все-таки здесь доминация биткоина у нас находится в нисходящем канале. И может быть такое, что вот это вот в феврале был уже пик поставлен. Осталось еще дождаться недолго. Я думаю, что полная развязка событий у нас будет где-то ближе к 20 марта. И мы увидим здесь какой-то результат. Может быть такое, что к 20 марта мы снизимся в диапазон 55%. Total 3 у нас показывает то, что тоже мы находимся в нисходящем канале. И здесь отрисовали двойное дно. Острый конец, восстановились закругленное донышко. И опять же зона неопределенности. Total 3 находится в зоне неопределенности. Нету притока капитала, но мы не обновляем дно. Может быть такое, что здесь уже падение остановлено и отрисовано двойное дно. Осталось здесь недолго. Может быть такое, что здесь недельки 2, и мы увидим здесь результат. Все-таки я остаюсь по бычьи, и многие, конечно же, хейтят меня, смеются, то, что типа я туземун, ну блин, ребята, ну что это за крипта, которая не дает туземун? Зачем она нужна? Как говорил Дайта, а зачем тогда криптовалюта, которая не будет давать иксы? Ну зачем сюда тогда нести деньги? Конечно же, нам нужен туземун. Нам нужен туземун, манипулятор. Давай нам туземун. Где твои палки? Где твои зеленые делдаки? Сизи, где твои зеленые делдаки? Нам они нужны. Давай уже выходи из своей берлоги медвежьей. Выходи уже с медвежьей берлоги. И в принципе, у нас еще не пик по биткоину, потому как если мы посмотрим на недельке, сколько дней от лоя до пика, мы можем увидеть то, что вот у нас был лой до пика, у нас примерно 1000
1400 дней, да? 1400 дней мы поставили метку. Также в прошлом цикле у нас был лой примерно вот здесь вот. И пик, смотрим. Здесь у нас получается 1071. Так, 1071. Так. Давайте-ка мы посмотрим. Вот я вам хотел показать интересный момент. Вот у нас был лой поставлен по биткоину 18 декабря. И здесь у нас, да, 1080 дней. 1080 дней. Также мы можем посмотреть 2017 год. 1080 дней. Также у нас был лой поставлен, по всей видимости, вот это вот. Январь 15. Здесь у нас тоже получается до пика 1080 дней. 1080 дней. То мы можем, в принципе, предположить, что у нас 1080 дней, и это будет пик по биткоину. А 1080 дней, давайте мы посмотрим, где это будет. Вот у нас было дно. 1080 дней, это у нас будет 1080 дней, это у нас будет середина октября 2025 года. Середина октября 2025 года, и это как раз будет, ну вот где мы с вами, в принципе, и предполагали. Вот взять эту зеленую линию. Она здесь у нас, в принципе, находится на мае, где уже будет конкретный рост. Ну, вот на сентябрь мы можем перенести. Конец сентября, начало октября, где-то вот так вот. 1080 дней. Это должен быть пик по биткоину. По истории так было всегда. Также на данный момент у нас эфириум просто обновляет свои донные значения. Сегодня, вот буквально сегодня, опять же эфир, ну, напрашивается обновить свой лой. Просто напрашивается обновить лой. Мы не увидели даже вот здесь вот буквально разворота, который был у нас 4 марта. Здесь у нас такая вот небольшая свеча молот. Мы не увидели никакого разворота. Эфириум просто слаб. Эфириум просто слаб, друзья. Просто слаб, что такого, я не знаю. Я сам даже такого не ожидал от эфириума. Смотрим. Доминация эфириума на данный момент на крипторынке 9,1%. 9.1%. Вообще полнейшая слабость. Может быть такое, что здесь уже формируется тот самый разворот, который мы хотим с вами увидеть. На дневке это все выглядит очень печально. Мы просто тянемся к вот этому вот магнитному блоку. Диапазон 8%. Если мы, конечно, сюда дотянемся, здесь, наверное, будет все-таки резкий выстрел. Вот так вот. Зачастую сильнейшее падение заканчивается резким выстрелом. Ну, как мы видели, что биток сильно летит вниз, потом раз, откупили и все. Аналогичная ситуация может быть и здесь, вот по эфириуму. Также радует DXY. DXY это тоже у нас важный показатель, он у нас начал снижаться. Мы видим буквально раз, два, три, 4, 5. Это неделя падения DXY. И мы пришли в блок сопротивления. 104 пункта. 104 пункта. Этот блок у нас имеет свое начало очень длительный период времени, еще буквально, смотрите, с 22 года, и относительно этого блока мы здесь сделали разную свистопляску. То вверх, то вниз, то вверх, то вниз, то вверх, то вниз, то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. И сейчас на данный момент мы пришли к этому ключевому уровню. На данный момент, я считаю, было бы идеально, чтобы мы пробили этот блок и ушли вот сюда вот просто вниз. Где вот я здесь поставил этот смайлик. И это бы нам бы говорило бы потом, что очень будет положительно для крипторынка. И в дальнейшем у нас бычка продолжится. Мы должны с вами молиться, мы должны поставить икону CZ, молиться нашему манипулятору самому главному, чтобы у нас бычка продолжилась на этом крипторынке. Ибо без наших молитв он может это не услышать. И DXY, конечно же, нам говорит о том, что все-таки может все-таки у нас будет движение в сторону криптовалютного рынка. Дай бог, дай бог. Я надеюсь, что здесь манипуляция закончилась. Эту манипуляцию мы с вами рассмотрели еще осенью. Вот здесь вот в октябре я говорил, что DXY начал расти. Это нехорошо для крипторынка. Мы с вами увидели этот трэш, который творился зимой. Но зима у нас закончилась. Я думаю, что как и криптозима на альткоинах уже закончилась. И дальше только должен быть to the moon. Ибо без to the moon мы не увидим никакого результата у себя на портфеле.
В принципе, вот так вот. На данный момент, я думаю, что здесь пока что ничего плохого нет. У нас здесь завал, падение, может быть такое, что это все связано с политикой Трампа. Трамп-дамп, как говорится. И мы видим Трамп-дамп на DXY. Дай бог, все у нас здесь с вами получится и будет продвижение того самого бычьего рынка. Дай бог, дай бог. Монетка RES, конечно же, неплохо отстрелила. Давайте так, на вишенька на торте, посмотрим RES. Есть она у меня в портфеле, но это совсем не те, конечно же, движения, которые хотелось бы увидеть. RES. Монетка RES. Вот мы видим монетку RES, 36%. Добавим, она у нас в избранных так и есть, монетка RES. Может быть такое, что здесь уже есть разворот. Может это будет как GEM, как монетка OM. Здесь есть инвесторы. Binance Labs, дальше OKX есть, Galaxy, CoinSys, ну и дальше тут непонятно, какие-то L2 инвесторы тоже. Что по поводу иксов, давайте посмотрим иксы, есть ли здесь информация. Нету информации, нам информацию не предоставляют. Если мы посмотрим на график, то в принципе здесь вот такой вот график. И мы немножко не дотянули к тем значениям, которые я предполагал. Я думал, что мы уйдем где-то примерно, ну это уже был бы, наверное, банальный скам. Но сейчас у нас здесь небольшой отскок. Может быть такое, что здесь крупный игрок только-только закрывает шорт глобальный. Радоваться о том, что здесь RES начал расти и покупать его с текущих, улетать на нем, ну я думаю, что это очень маловероятно. Здесь нам нужно увидеть движение вверх, пробитие вот этого вот блока сопротивления. Сюда вот вверх, на ретесте будет вероятность то, что мы уйдем выше. Вот так вот они должны отрисовать. Пробитие блока сопротивления, ретест данного блока. И только потом уже куда-то мы можем уйти выше. Вот здесь на ретесте, если будет хороший откуп, то будет вероятность то, что мы уйдем выше. Здесь нужно ожидать. По объемам, давайте мы обновим объемы, давно не обновляли. По объемам видно то, что внизу вот здесь вот все это дело выкупалось. Монетка торгуется буквально с апреля 2024 года и показала здесь небольшое движение. Это, конечно же, движение ни о чем. Ну, здесь уже получается примерно 100% роста, но это движение ни о чем. Если ты где-то ее покупал, вот здесь вот, то ты даже не выйдешь в ноль. В принципе, вот так вот. Мне раздавал Binance бесплатно монеты, и я был еще прикупил в декабре, это было где-то вот здесь вот в диапазоне 43, там 45 центов разными позициями. Взял я небольшую часть, посмотрим, что у нас будет. Заберу вложенные средства где-то в диапазоне 10 центов. Вот в диапазоне 10 центов, вот здесь вот я постараюсь забрать вложенные средства. В принципе, вот так вот. Так что надеемся, что у нас все получится, и мы где-то на пороге падения доминации биткоина. Может быть такое, что у нас скоро начнется падать доминация битка, мы увидим то самое загадочное движение по альткоинам, дай бог, ибо без туземуна, конечно же, мы ничего на портфеле своем не увидим. А если мы погрузимся на медвежку, то если твой портфель на данный момент составляет из 10 тысяч долларов, то на медвежке он где-то будет примерно в диапазоне 2000 долларов. Ты должен быть к этому готов, если ты сюда инвестируешь какие-то бабки. Я, в принципе, на медвежке был и знаю, как там все будет. Все, друзья, побежал я, конечно же, на завод. Будем молиться нашему богу Сизи, будем молиться нашему битку, чтобы он не ушел на медвежку, и все у нас получилось. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба.